Оноре де Бальзак. Наследник дьявола. Жил-был в прежние времена славный старый каноник собора Парижской Богоматери, имевший собственный прекрасный дом неподалеку от церкви святого Петра в Быках, что на Соборной площади. Прибыл этот каноник в Париж простым священником, как кинжал без ножен. Но поскольку оказался он мужчиной статным, всем от природы отлично наделенным и настолько крепко скроенным, что при необходимости мог трудиться за пятерых безо всякого вреда для собственного здоровья, то усердно предал себя исповедованию знатных дам. Печальным он даровал кроткое отпущение грехов, больным, драхму своего целебного бальзама, а всем прочим — какое-нибудь изысканное утешение. Он снискал столь громкую славу своей скромностью, благодушием и прочими духовными добродетелями, что у него появились прихожане даже при дворе. Затем, дабы не возбуждать ревности среди духовных лиц, мужей и прочего народа, а также чтобы облечь эти благочестивые и весьма прибыльные занятия святостью, госпожа Дискерт подарила ему мощи святого Виктора. В силу этих мощей якобы и совершались все чудотворения. Любопытствующим же говорили, у него есть кость, которая исцеляет ото всего. И на это никому нечего было возразить, ибо сомневаться в святых реликвиях было неблагочестиво. Скрываясь под сенью своей рясы, добрый священник пользовался самой лучшей репутацией мужа, весьма доблестного в ратных делах. И жил он словно король. Он добывал деньги с помощью святой воды, кропил ею и превращал святую воду в доброе вино. Более того, его имя уютно располагалось во всех прочих статьях нотариальных актов, в завещаниях или кодицилах, которые некоторые ошибочно писали через «а», полагая, будто сие слово происходит от слова «хвост», то есть означает «хвост наследства». В самом деле, этот добрый старый длиннополый наверняка стал бы архиепископом, если бы хотя бы шутки ради молвил: «Я хотел бы надеть митру вместо ночного колпака, чтобы голове было потеплее». Но из всех предложенных ему бенефициев он выбрал лишь скромное место каноника, дабы сохранить за собой обильные доходы от исповедальни. Однако в один прекрасный день мужественный каноник почувствовал слабость в пояснице, ведь исполнилось ему полных 68 лет, а исповедален он провел немало. Размышляя о своих добрых делах, он решил, что пора бы завершить апостольские труды, тем паче, что за душой у него имелось около 100 000 крон, заработанных трудом собственного тела. С того самого дня он исповедовал исключительно дам знатного рода, и делал это чрезвычайно искусно. Так что при дворе поговаривали, будто, несмотря на все старания лучших молодых клерков, никто, кроме каноника из церкви святого Петра в Быках, не умеет так отбеливать душу знатной дамы. В конце концов каноник силушкой природы превратился в прекрасного 90-летнего старика, с седой головой, с трясущимися руками, но крепкого, точно башня. Наплевав в своей жизни столько безо всякого кашля, теперь он кашлял, уже не имея возможности плюнуть. Он больше не вставал со своего кресла. Он, который так часто поднимался ради человечества, однако пил досуха, ел с аппетитом, молчал и имел абсолютно весь вид живого каноника собора Парижской Богоматери. Видя неподвижность вышеозначенного каноника, слыша истории о его нечестивой жизни, которые уже некоторое время ходили среди простого народа, всегда невежественного, видя его бессловесное уединение, его цветущее здоровье, его цветущую старость и многое другое, о чем и умолчать можно, некоторые люди, желая сотворить диво и навредить нашей святой религии, стали распускать слухи, будто настоящий каноник давным-давно умер, и вот уже более 50 лет делом старика заправляет сам дьявол, поселившийся в его теле. И в самом деле его прежним прихожанкам казалось, что только дьявол с его великим жаром мог производить те герметические дистилляции, которые, как они помнили, получали по первому требованию от этого доброго исповедника, у которого всегда был дьявол в теле.
Но поскольку этот дьявол, без сомнения, был совершенно истощен и погублен ими, так что ради 20-летней королевы не пошевелился бы, благомыслящие люди, не лишенные разума, или же горожане, обо всем судившие, доредившие и искавшие вшей на плешивой голове, задавались вопросом, почему дьявол отдыхает под видом каноника, ходит в собор Парижской Богоматери в те часы, когда обыкновенно ходят каноники, и осмеливается вдыхать фимиам ладана, пробовать святую воду и делать тысячи других вещей? На эти еретические суждения одни отвечали, что дьявол, без сомнения, желает обратиться в веру, а другие, что он остается в образе каноника, дабы посмеяться над 3 племянниками и наследниками этого самого храброго исповедника и заставить их ждать до самого дня собственной смерти богатого наследства этого дяди, которому они каждый день оказывали великое внимание, приходя посмотреть, открыты ли у старика глаза. И всегда находили его с глазом ясным, светлым и пронизывающим, как глаз Василиска, что их чрезвычайно радовало, ибо они искренне любили своего дядю, на словах. На эту тему одна старушка рассказывала, что каноник со всей определенностью был дьяволом, потому что 2 его племянника, прокурор и капитан, провожая дядю ночью без лампы и без фонаря, возвращаясь с ужина у пенитенциария, случайно заставили его споткнуться о кучу камней, собранных для возведения статуи святого Христофора. Сперва старик при падении высек искры, но затем, среди криков своих любезных племянников и при свете факелов, за которыми они прибежали к ней в дом, был найден стоящим прямо, как кегля, и веселым, как ткацкое веретено, восклицая, что доброе вино пенитенциария придало ему мужество выдержать этот удар. А кости его чрезвычайно крепки и выдерживали суровые испытания. Добрые племянники, считавшие его мертвым, были весьма изумлены и поняли, что день, когда удастся отправить дядюшку на тот свет, еще очень далеко, поскольку в этом деле даже камни не помогают. Так что они не напрасно называли его своим добрым дядей, видя, что он весьма хорошего качества. Некоторые же злоязычники утверждали, будто каноник находил на своем пути так много камней, что оттого и сидел дома, дабы не заболеть почечно-каменной болезнью, и что именно страх худшего и был настоящей причиной его уединения. Из всех этих молв и слухов оставалось несомненным одно: старый каноник, будь он дьяволом или нет, сидел в своем доме, отказывался умирать, и имелось при нем 3 наследников, с которыми он жил точь-в-точь, как со своими шаасами, люмбага и прочими неизбежными спутниками человеческой жизни. Из упомянутых 3 наследников один был самым отпетым и злым солдатом из всех, кого когда-либо рождала женщина. Он, должно быть, весьма изрядно помял ее при появлении на свет, поскольку родился уже зубами и щетиной. Питался он за 2, и за настоящее, и за будущее, содержа девиц, расходы на которых щедро оплачивал. От своего дяди он унаследовал жизненную стойкость, силу и отменное умение пользоваться тем, что часто бывает весьма полезным в обиходе. В великих сражениях он всегда старался наносить удары, не получая их взамен, что есть и всегда будет единственной задачей, которую требуется решить на войне, однако на поле боя он себя никогда не щадил. В сущности, не имея никакой иной добродетели, кроме храбрости, он состоял капитаном роты улан и весьма почитался герцогом бургундским, которого ничуть не заботило, чем занимаются его солдаты в свободное от службы время. Эго-племянника дьявола звали капитаном Кашгрю, а его кредиторы, дураки-горожане и прочие бедолаги, чьи карманы он чистил, прозвали его злой обезьяной, ибо был он так же коварен, как и силен. Вдобавок его спина была испорчена природным увечьем, горбом, и было бы крайне неразумно пытаться взобраться на него, дабы разглядеть вид получше, ибо он, несомненно, тут же проткнул бы вас шпагой насквозь. Второй обучался законам и благодаря покровительству дяди стал прокурором и практиковал в судейском дворце, где ведал делами тех самых дам, которых прежде так успешно исповедовал каноник. Этого прозвали Пильгрю, дабы посмеяться над его настоящим именем, а был он Кашгрю, как и его брат-капитан. Пильгрю имел тощее тело,
от одного вида которого словно веяло ледяной водой, бледное лицо и физиономию, похожую на морду хорька. Несмотря на это, он стоил на много грошей больше капитана и питал к дяде некоторую привязанность. Однако года 2 тому назад сердце его надрастрескалось, и благородная благодарность вытекла из него капля за каплей, да так, что время от времени, когда воздух становился сырым, он любил примерять дядины штаны и заранее выжимать сок из этого доброго наследства. Он и его брат-солдат считали свою долю весьма скудной, поскольку по закону, по справедливости, по совести, по природе и по всей действительности третью часть всего необходимо было отдать бедному двоюродному брату, сыну другой сестры каноника. Этот наследник, весьма мало любимый добрым стариком, жил в деревне неподалеку от Нантера и пас там овец. Пастух скота, простой деревенский мужик, явился в город по совету 2 своих кузенов, которые поселили его в доме дяди в надежде, что своими глупыми выходками, неловкостью, скудоумием и невежеством он вызовет отвращение у каноника, и тот с треском вычеркнет его из завещания. И вот этот бедный Шикон, так звали пастуха, прожил около месяца 1 на 1 со своим старым дядюшкой. Находя куда больше выгоды и забавы в том, чтобы ухаживать за аббатом, нежели стеречь овец, он превратился в преданного дядина пса, его слугу и опору его старости, говорившего «Да хранит вас Господь», когда тот испускал газы «Благослови вас Господь», когда тот чихал «Спаси вас Господь», когда тот отрыгивал. Он бегал проверять, не идет ли дождь, где обретается кошка, молчал, слушал, подставлял лицо под кашей старика и восхищался им как самым прекрасным каноником из всех, что когда-либо существовали на белом свете, и все это от чистого сердца и со всей искренностью, понимая, что вылизывает дядьку точь-в-точь, как животные вылизывают своих детенышей. А дядя, которому не требовалось объяснять, с какой стороны хлеб намазан маслом, гнал бедного Шикона прочь, вертя им словно волчком, постоянно кликал его Шиконом и повторял другим своим племянникам, что этот Шикон сводит его в могилу, до того он дурачина. Послышав сие, Шикон задался целью уберечь дядюшку и изламывал весь свой умишко, дабы казаться лучше. Но так как зады у него по форме напоминали пару тыкв, сам он был широк в плечах, крупен членами и далеко не остер умом, то походил скорее на старого Селена, чем на нежного Зефира. Словом, бедный пастух, человек простой, не мог себя переделать, а потому оставался толстым да тучным, дожидаясь наследства, чтобы согнать жир. Как-то вечером каноник завел беседу о дьяволе и о лютых мучениях, покаяниях, пытках и прочем, что Господь приготовит под горячую руку для проклятых. Услыхав это, добрый Шикон вытаращил глаза величиной с печную дверцу, не поверив при этом ни единому слову. «Как?» — молвил каноник, — «разве ты не христианин?» «В этом-то да», — ответил Шикон. «Что ж, если есть рай для добрых людей, разве не должен быть ад для грешников?» «Оно так, господин каноник, да только от дьявола никакой пользы. Кабы у вас тут завиделся дурной человек, который переворачивал бы все вверх дном, разве не выставили бы вы его за дверь?» «Выставил бы, Шикон». «Ну так вот, дядя, Господь был бы совсем глуп, если бы оставил в этом мире, который он так дивно умыслил, мерзкого дьявола, чье единственное дело — все ему портить. Фи! Не признаю я никакого дьявола, если есть добрый Господь, уж поверьте мне на слово. Приочень хотел бы я взглянуть на дьявола. Ха-ха! Не боюсь я его когтей. Эх, кабы я держался твоего мнения, то не печалился бы о юных годах, когда принимал исповеди по меньшей мере раз по 10 на дню. Исповедуйте снова, господин каноник. Уверяю вас, это будет драгоценная заслуга перед Всевышним. Вот тена. Ты это всерьез? Совершенно всерьез, господин каноник. И ты не трепещешь, Шикон, отрицая дьявола? Трепещу не больше, чем сноп пшеницы. Сие учение навлечет на тебя беду.
Ничуть не бывало. Господь защитит меня от дьявола, ибо я считаю его куда более ученым и куда менее глупым, чем выставляют его ученые мужи. В эту минуту вошли два других племянника. Уразумев по голосу каноника, что Шикон ему вовсе не так уж мерзок, а иеремиады, которые старик про него распевал, были лишь хитростью, дабы скрыть питаемую к нему слабость, они переглянулись в великом изумлении. Тогда, видя, что их дядя посмеивается, они спросили его: «Если вы составите завещание, кому вы оставите дом?» «Шикону». «А оброк с улицы Святого Дени?» «Шикону». «А поместье Вильпаризи?» «Шикону». «Но», — молвил капитан своим басовитым голосом, — «тогда ведь все достанется Шикону». «Нет», — ответил каноник со смешком, «ибо, составив завещание по всем правилам, я отдам наследство самому хитрому и сообразительному из вас троих. Я так близко подошел к будущему, что отчетливо вижу в нем ваши судьбы». И лукавый каноник бросил на Шикона взгляд, полный лукавства, какой бросает подсадная птица на птенца, заманивая его в свои сети. Огонь его пылающего глаза просветил пастуха, с той самой минуты у него спал туман с ума и ушей, а мозги открылись, точно удивиться на другой день после свадьбы. Прокурор и капитан, приняв эти слова за святую правду и пророчество, откланялись и вышли из дома, совершенно сбитые с толку нелепыми замыслами каноника. «Что ты думаешь о Шиконе?» — спросил Пильгрю у злой обезьяны. Я думаю», — прорычал солдат, «что надо подстеречь его на улице Иерусалимской да снести ему голову, чтобы она оказалась ниже его ног. Пусть потом подбирает, если захочет». «Го-го», — молвил прокурор. «Твой почерк ранений слишком легко узнать, и люди сразу скажут, это дело рук Кашгрю. Что до меня, то я думал пригласить его на обед, а после затеять игру, залезть в мешки и посмотреть, как это делают при дворе, кто лучше пройдется в таком наряде. А затем, зашив его в мешке, бросить в сену, попросив напоследок поплавать. «Это дело надо хорошенько обдумать», — возразил солдат. «Да все уже обдумано и созрело», — ответил законник. «Как только кузен отправится к дьяволу, наследство будет поделено между нами двоими». «Я согласен», — сказал вояка, «но только мы должны держаться друг за друга так же крепко, как две ноги одного тела. Ибо хотя ты у нас тонок, как шелк, а я кряжест, как сталь, да кинжалы всегда надежнее любых капканов, ты слышишь меня, братец?» «Да», — ответил законник, — «дело заслушано». «Так что же мы выберем, нить или железо?» «Эва». «Ну и ну. Мы что, короля, что ли, укокошить собираемся? К чему столько слов ради какого-то глупого пастуха?» «По рукам. 20 000 франков из наследства тому из нас, кто первым его сживет со света. А я уж прямо скажу ему, подбирай свою голову». «А я скажу, плыви, дружок», — воскликнул стряпчий, расплывшись в ухмылке, точно распоротый камзол. И с тем они отправились ужинать. Капитан — к своей девке, а законник — в дом ювелирши, любовником которой состоял. Кто же остался в изумлении? Шикон. Бедный пастух слышал замысел собственной смерти, хоть кузены и прогуливались по церковной паперти и шептались друг с другом так, как шепчутся в церкви во время молитвы. Так что Шикону пришлось потрудиться, дабы сообразить, то ли эти слова долетели до него снизу, то ли его собственные уши опустились до них. «Вы слышите, господин каноник?» «Да», — ответил тот, — «слышу, как пощелкивают дрова в очаге». «Го-го», — отозвался Шикон. «Если я не верю в дьявола, то верю в святого Михаила, моего ангела-хранителя. Пойду туда,
куда он меня кличет. «Иди, дитя мое», — молвил каноник, — «да смотри, не вымокни и соображай, как бы тебе не снесли голову, ибо мне кажется, я слышу шум дождя, а нищие на улицах не всегда самые опасные из нищих». При этих словах Шикон немало подивился и уставился на каноника. Он нашел, что тот бодр и весел, глаз у него остер, а ноги кривы. Но поскольку пастуху надобно было устраивать дела с угрожавшей ему смертью, он подумал про себя, что восхищаться каноником или стричь ногти у него еще будет время, и проворно припустил через город, словно бабенка, спешащая на любовную утеху. Два его кузена, и не подозревавшие о проницательности и пророческом даре, каковые временно проявляются у пастухов, часто разговаривали при нем о своих тайных прошмыгах, ни во что его не ставя. И вот как-то вечером, желая потешить каноника, Пильгрю рассказал ему, как в него влюбилась жена ювелира, на чью голову он водрузил резные, полированные, искусно сработанные рога со всей исторической достоверностью, достойные чела принца. Сия почтенная дама, по его словам, была девицей весьма резвой, ловкой на разного рода случаи, успевала обнять его, пока муж поднимался по лестнице, и проглатывала любовное лакомство, точно земляничину. Думала она только об утехах, всегда была кокетлива и игрива, весела, как честная женщина, у которой всего в избытке, и полностью ублажала своего мужа, а тот души в ней не чаял, любя ее не меньше собственного брюха. Притом она была так хитру и утонченна, что вот уже 5 лет ладно заправляла и домашними делами, и своими любовными похождениями, сохранив репутацию благочестивой женщины, полное доверие мужа, ключи от дома, кошелек и все прочее. «И когда же ты играешь на этой нежной флейте?» — спросил каноник. «Каждый вечер, а иногда остаюсь и на всю ночь». «Но как же так?» — удивился каноник. «А вот как. В соседней комнате стоит сундук, в который я пролезаю. Когда мой добряк-муж возвращается от своего приятеля-суконщика, у которого ужинает каждый вечер, ибо сам немало помогает жене суконщика в ее трудах, моя госпожа ссылается на легкое недомогание, отпускает его спать одного, а сама отправляется лечить свою недужность в ту самую комнату, где стоит сундук. На другой день, когда мой ювелир уходит к своей кузнице, я убираюсь прочь. А поскольку у дома есть один выход на мост, а другой на улицу, я всякий раз являюсь к дверям, когда мужа нет дома, под предлогом разговора о его судебных тяжбах, которые начинаются весело и задорно, а завершаться я им никогда не даю. Сие есть верный доход с рогоносия, углядывая, что на мелкие расходы и честные судебные издержки он тратит не меньше, чем на лошадей в своей конюшне. Он меня превесьма любит, как и надлежит всем добрым рогоносцам любить человека, помогающего им насаждать, возделывать, поливать и окапывать естественный сад Венеры, и шагу не делает без моего совета. И вот все эти проделки всплыли в памяти пастуха, озаренного светом смертельной опасности и направляемого разумом, тем самым инстинктом самосохранения, коим всякая тварь наделена в достаточной мере, дабы размотать свой жизненный клубок до самого конца. И Шикон поспешными шагами устремился на улицу Каландр, где ювелир должен был ужинать со своим кумом. Постучав в дверь и ответив на вопрос, заданный через малую решетку, что он, посланник с государственными тайнами, пастух был впущен в дом суконщика. Подойдя прямо к делу, он поднял счастливого ювелира из-за стола, отвел его в угол и молвил: «Если бы один из ваших соседей водрузил вам рога на лоб, а вам доставили бы его связанным по рукам и ногам, бросили бы вы его в реку?» «Еще бы!» — ответил ювелир. «Но если ты надо мной насмехаешься, я всыплю тебе хорошую трёпку». «Полно, полно», — возразил Шикон. «Я ваш друг и пришел предупредить вас. Сколько раз вы изволили беседовать здесь с жонкой суконщика, столько же раз вашей собственной жене прислуживал адвокат Пильгрю. И если вы воротитесь к своей кузнице, то найдете там добрый огонь.
Едва вы придете, тот, кто заглядывает за вашей, сами знаете чем, дабы держать ее в исправности, залезет в большой сундук с платьем. Сделайте вид, будто я купил у вас этот самый сундук, а я буду ждать ваших приказаний на мосту с телегой». Сказав это, ювелир взял свой плащ и шляпу, расстался со своим приятелем без единого слова и помчался к своей норе, точно отравленная крыса. Он прибегает, стучит, дверь отворяют. Он стремительно взбегает по лестнице, видит приготовленные 2 прибора, замечает жену, выходящую из опочивальни любви, и говорит ей: «Дорожайшая, здесь накрыто на 2». «Что ж, милый, разве нас не 2?» «Нет», — ответил он, — «нас 3». «Неужто придет твой друг?» — спросила она, глядя на лестницу с полным невинности видом. «Нет, я говорю о том друге, что сидит в сундуке». «Каком сундуке?» — изумилась она. «Ты в своем уме? Где ты видишь сундук? Разве водится сажать друзей в сундуки? Неужто я похожа на женщину, у которой сундуки набиты друзьями? С каких это пор друзей держат в сундуках? Ты что, с ума сошел, воротившись домой, если путаешь друзей с сундуками? Я и знать не знаю никакого другого друга, кроме мастера Корнеля Суконщика, и никакого другого сундука, кроме того, где лежит наше белье». «Эх», — молвил ювелир, — «жонка моя, явился тут один дурной парень и предупредил меня, будто ты позволяешь нашему адвокату обнимать себя, и будто сам он сидит в этом сундуке». «Я?» — воскликнула она. «Да я бы и терпения не возымела к его плутням, он ведь все делает не слава богу». «Полно, полно, милая», — ответил ювелир, — «я знаю, что ты женщина честная, и не стану ссориться с тобой из-за этого захудалого сундука. Тот, кто меня предупредил, сундучник, которому я как раз собираюсь продать сей проклятый сундук, чтоб глаза мои его в доме больше не видали. А взамен он продаст мне 2 хорошеньких сундучка, где и ребенку-то места не сыщется». Вот так скандал и суды-пересуды завистников, посягающих на твою добродетель, и угаснут за неимением пищи. «Ты доставляешь мне великое удовольствие», — молвила она. «Я нисколько не дорожу этим сундуком, да и по счастью в нем ничего нет, наше белье сейчас в стирке. Этот злосчастный сундук легко можно будет убрать завтра утром. Будешь ужинать?» «Вовсе нет», — ответил он, — «без этого сундука у меня ужин пойдет куда с большим аппетитом». «Я вижу», — заметила она, — «что ты еще не скоро выбросишь этот сундук из головы». «Эй, кто там?» — крикнул ювелир своим кузнецам и подмастерьям. «Спускайтесь сюда». В мгновение ока его люди предстали перед ним. И тогда мастер, вкратце приказав им взяться за сказанный сундук, заставил сию мебель, посвященную любви, перекатиться через всю комнату. Но на пути адвокат, оказавшись вверх ногами, к чему он вовсе не привык, слегка колыхнулся внутри. «Валите, валите», — молвила жена, — «эта крышка потряхивает». «Нет, милая, это засов». И без всякого иного сопротивления сундук плавно съехал вниз по лестнице. «Эй, возчик!» — окликнул ювелир, и Шикон подошел, подозвав своих мулов свистом. Славные подмастерья подняли спорный сундук и погрузили его на телегу. «Ай-ой!» — донеслось из сундука. «Хозяин, сундук-то разговаривает!» — воскликнул подмастерье. «На каком таком языке?» — спросил ювелир, отвесив ему хорошего пинка аккурат между 2 полушариями, которые, к счастью, были сделаны не из стекла. Подмастерье так кувыркнулся на лестнице, что у него сразу пропала всякая охота продолжать обучение языку сундуков.
Пастух в сопровождении доброго ювелира доставил весь этот багаж к самой воде, не слушая высокого красноречия говорящего дерева. Привязав к нему несколько тяжелых камней, ювелир столкнул его в сену. «Плыви, дружок!» — крикнул пастух достаточно насмешливым голосом в ту самую минуту, когда сундук перевернулся и проделал премиленький нырок, точь-в-точь, как утка. Затем Шикон продолжил свой путь по набережной до самой улицы Порт-Сентября-Ландри, что подле монастыря Нотр-Дам. Там он приметил один дом, узнал дверь и громко застучал. «Отворяйте!» — закричал он. «Отворяйте именем короля!» Услыхав это, старик, который был никем иным, как знаменитым ломбардцем Версари, подбежал к двери. «Что там такое?» — спросил он. «Я послан приво, дабы предупредить вас о необходимости держать добрую стражу этой ночью», — ответил Шикон, ибо сам он держит своих лучников напоготовке. «Горбун, обокравший вас, снова вернулся. Держатель под оружием, ибо он вполне способен облегчить вас и от остального». Сказав это, добрый пастух пустился наутек и помчался на улицу Мармузи, к дому, где капитан Кашгрю пировал с Паскиреттой, самой прелестной из городских красоток и самой очаровательной в своем сворачивании с пути истинного. По словам всех веселых дам, взор ее был остер и пронзителен, точно удар кинжала. А ее появление столь задорно ласкало взор, что привело бы в смятение весь рай. Сверх того, она была дерзка, как и подобает женщине, у которой нет иного достоинства, кроме ее наглости. Бедный Шикон пребывал в великом смущении, направляясь в квартал Мармузи. Он весьма опасался, что не сможет найти дом Паскиретты или застанет двух голубок улетевшими, однако добрый ангел уладил все к его быстрому удовольствию. И вот как. Вступив на улицу Мармузи, он увидел множество огней в окнах, высунутые головы в ночных колпаках, до добрых девиц, веселых красоток, хозяек, мужей и молодых дам, все они только что встали с постели и переглядывались так, будто разбойника вели на казнь при свете факелов. «Что стряслось?» — спросил пастух у одного горожанина, который в великой спешке выскочил к двери с ночным сосудом в руке. «А, пустяки», — ответил добрый человек. «Мы-то думали, это арманьяки ворвались в город, а это всего лишь Мосенж колотит Паскиретту». «Где?» — переспросил пастух. «А вон там, в том пышном доме, где на столбах искусно вырезаны пасти летающих лягушек. Слышите, как кричат слуги и служанки?» И в самом деле, отовсюду неслось только «убивают». «Помогите! Сюда, кто-нибудь!» А в доме сыпались град ударов, и Мосенж басил своим хриплым голосом. «Смерть девки! А, ты теперь запила? А, тебе теперь подавай твои деньги? На же тебе!» А Паскиретта стонала: «Ох! Ох! Подыхаю! Помогите! Помогите! Ох! Ох!» Затем раздался свист шпаги, и тяжелое падение хрупкого тела прекрасной девицы отозвалось в тишине, после чего воцарилось великое молчание. Огни погасли, слуги, горничные, гулики и прочие вернулись восвояси, а пастух, явившийся весьма пришлым разом, поднялся по лестнице вместе с ними. Но, узрев в комнате наверху разбитые бокалы, изрезанные ковры и скатерть на полу вместе с посудой, каждый предпочел остаться в отдалении. Пастух же, смелый, как человек с одной единственной целью в голове, отворил дверь пышной почивальни, где почивала Паскиретта, и нашел ее совершенно изнемогшей, с растрепанными волосами и вывернутой шеей, лежащей на окровавленном ковре. А Мосенж был перепуган, голос его значительно понизился, и он не знал, на какой ноте допеть остаток своего гимна.
Ну же, моя крошка Паскиретта, не притворяйся мертвой. Давай-ка я приведу тебя в порядок. Эх, плутовка, мертвая или живая, а в крови ты выглядишь так прелестно, что я сейчас тебя расцелую. Сказав это, хитрый солдат подхватил ее и бросил на постель, но она повалилась туда кулем и застыла, точно тело повешенного. Увидев это, ее спутник рассудил, что его горбу пора выйти из игры. Однако тертый калач, прежде чем ушмыгнуть, молвил: «Бедная Паскиретта! Как мог я убить такую славную девицу, которую этак любил? Но да, я убил ее, дело верное, ибо при жизни ее сладкая грудь никогда так не отвисала. Ей-богу, можно подумать, что это крона на дне сумы». Тут Паскиретта открыла глаза, слегка наклонила голову, дабы взглянуть на свою плоть, белую и упругую, и мгновенно вернула себя к жизни задорной звонкой затрещиной, отвешенной капитану. «Это научит тебя остерегаться мертвых», — улыбнулась она. «И за что он тебя убивал, сестрица?» — спросил пастух. «За что?» «Завтра судебные приставы забирают все, что здесь есть, а этот урод, у которого денег не гуще, чем добродетели, бранил меня за то, что я пожелала быть любезной с одним красивым дворянином, который избавил бы меня от рук правосудия. Паскиретта, я переломаю тебе все кости». «Полно, полно», — молвил Шикон, в котором Мосенш только что узнал своего знакомца. «И из-за этого такой шум? Эх, любезный мой друг, а ведь я несу тебе великую кучу денег». «Откуда?» — изумился капитан. «Подойди-ка, дай я шепну тебе на ухо, если 30 000 эклю разгуливают ночью под тенью грушевого дерева, неужто ты не нагнешься, чтобы сорвать их, пока они не испортились? Шикон, я зашибу тебя как собаку, если ты надо мной насмехаешься. Но я расцелую тебя куда захочешь, если ты поставишь меня перед 30 000 эклю, пусть даже для этого придется укокошить 3 горожан на углу набережной. Тебе даже одного убивать не придется. Дело вот как обстоит. Есть у меня возлюбленная, по всей чести, служанка того самого ломбардца, что живет в Ситу, подле дома нашего доброго дядюшки. И вот узнал я из верных источников, что этот милейший человек отбыл сегодня утром в деревню, закопав предварительно под грушей в своем саду добрый бушель золота, полагая, будто его видят одни лишь ангелы. Однако девица, у которой как на грех разболелся зуб, проветривалась у оконца своей мансарды и невзначай подсмотрела за старым хромоногом, о чем по нежности изболтнула мне. «Если ты поклянешься выделить мне добрую долю, я подставлю тебе свои плечи, дабы ты взобрался на верхушку стены, а оттуда прыгнул на грушу, что растет у самого забора. Ну что, скажешь теперь, что я болван и скотина? Нет, ты настоящий верный сородич, честный человек. И если тебе когда-нибудь понадобится убрать с дороги врага, я тут как тут, готов ради тебя укокошить хоть собственного друга. Я тебе больше не кузен, я тебе брат». «Эй, красотка!» — закричал Мосенш Паскиретти. «Расставь столы ровно, вытри свою кровь, она принадлежит мне, и я заплачу тебе за нее, пролив 100 раз больше своей собственной, чем взял у тебя. Выше нос, прогони хандру, поправь юбки, смейся, я так хочу. Смотри за жарким, и давай возобновим нашу вечернюю молитву с того места, где прервали. Завтра я сделаю тебя пышнее королевы. Это мой сородич, которого я хочу угостить, пусть даже ради этого придется перевернуть весь дом вверх дном. Завтра мы все вернем себе с лихвой. Ну-ка, за дело». И вот менее чем за время, необходимое священнику, чтобы произнести свое «Господь с вами», весь этот притон перешел от слез к смеху, как до этого, от смеха к слезам.
Только в подобных веселых домах любовь вершится ударом кинжала, а буря радости бушует в 4 стенах. Но это такие вещи, коих дамы с глухим воротником не разумеют. Сказанный капитан Кашгрю был весел, точно сотня школяров на каникулах, и поил своего доброго сородича без просыпу. Тот же проливал все по-деревенски, притворяясь пьяным и меля сотни глупостей, вроде того, что завтра он купит весь Париж, одолжит королю 100 000 эклю и сможет кататься в золоте. Словом, он болтал столько нелепиц, что капитан, опасаясь какого-нибудь опасного признания и полагая, что мозги у него окончательно размякли, вывел его наружу. Причем имел он доброе намерение, вместо того, чтобы делиться, распороть Шикону брюхо и посмотреть, не губка ли у того в желудке, ибо тот только что впитал целую большую кварту доброго сюренского вина. Шли они, споря о 1000 богословских предметов, которые у них совсем перепутались, и под конец тихонько привалились к саду, где лежали эклю ломбардца. Тогда Кашгрю, сделав лестницу из широких плеч Шикона, прыгнул на грушевое дерево, как человек, искусившийся в приступах на города. Однако Версари, поджидавший его, нанес ему удар по шее, да с такой силой, что за 3 удара верхняя часть сказанного Кашгрю слетела прочь, но не раньше, чем он услышал звонкий голос пастуха, крикнувшего ему «Подними голову, дружок!». После сего великодушный Шикон, в коем добродетель получила свое вознаграждение, рассудил, что будет разумно вернуться в дом доброго каноника, чье наследствие милостью Божией значительно упростилось. Так он во всю прыть достиг улицы Сентября 1 и вскоре заснул, как новорожденный младенец, более не ведая значения слова «двоюродный брат». На другой день он поднялся, по обычаю пастухов, вместе с солнцем и вошел в комнату дядюшки, дабы спросить, не харкает ли тот белым, не кашляет ли и хорошо ли почевал. Однако старая служанка сказала ему, что каноник, услышав колокола святого Маврикия, первого покровителя Нотр-Дам, звонивший к заутренне, из благоговения отправился в собор, где весь капитул должен был завтракать с епископом парижским. На что Шикон ответил: в своем ли уме его преподобие каноник, чтобы так резвиться, схватить простуду да нажить ревматизм? Умереть он, что ли, хочет? Я разложу добрый огонь, чтобы согреть его, когда он воротится. И добрый пастух прибежал в комнату, где обычно сиживал каноник, и к великому своему изумлению увидел его сидящим в своем кресле. Эге-ге! И чего только намолола эта дуреха Брюета? Я-то знал, что вы слишком благоразумны, дабы дрожать от холода в такой час на своем месте в хоре. Каноник не молвил ни слова. Пастух, который, как и все думающие люди, был человеком скрытного ума, отлично ведал, что у стариков иной раз бывают странные прихоти. Они беседуют в сущности сокровенных вещей и бормочут себе под нос речи о предметах, вовсе не относящихся к делу. Посему из почтения и глубокого уважения к тайным размышлениям каноника он отошел и сел в отдалении, поджидая окончания этих грез. Втихомолку разглядывая длинные ногти старика, похожие на шилье сапожника, и внимательно присматриваясь к ногам своего дядюшки, он с изумлением заметил, что плоть его ног до того багрова, что просвечивает сквозь штаны и кажется объятой огнем сквозь чулки. «Он умер», — подумал Шикон. В эту самую минуту дверь комнаты отворилась, и он снова увидел каноника, который, с озябшим носом, только что вернулся из церкви. «Го-го!» — молвил Шикон. «Дрожайший дядюшка, вы в своем уме? Извольте заметить, что вам не следует стоять у дверей, ибо вы уже сидите в своем кресле у уголка камина, а 2 каноников, подобных вам, на свете быть никак не может. Эх, Шикон! Было время, когда я и сам желал пребывать в 2 местах одновременно, да только не такова судьба человека, он был бы слишком счастлив. Уж не ослабло ли твое зрение? Я здесь один.
Тогда Шикон повернул голову к креслу и нашел его пустым. Весьма изумленный, чему вы легко поверите, он подошел ближе и обнаружил на сиденье лишь маленькую кучку пепла, от которой исходил сильный запах серы. Весело молвил он. «Я вижу, что дьявол поступил со мной благородно, я помолюсь за него Богу». И с тем он наивно поведал канонику, как дьявол позабавился, сыграв в провидении, и верно помог ему избавиться от злодейских сородичей, чему каноник немало подивился и нашел сие весьма достойным, поскольку сохранил еще достаточно здравого смысла и часто замечал вещи, которые обращались к пользе дьявола. Так что добрый старый священник заметил, что в зле всегда обретается столько же добра, сколько в добре зла, и посему не следует чересчур кручиниться о том свете, сие есть тяжкая ересь, кою управили многие соборы. Вот каким образом Шиконы разбогатели и смогли в наши времена, благодаря состоянию своих предков, помочь постройке моста Святого Михаила, где дьявол красуется под ангелом в добром виде, в память об этом приключении, ныне преданном сим правдивым сказаниям.